Эй, ребята, всем привет! Куда я сейчас еду? Я еду в парикмахерскую, да. И я решил с вами сегодня пообщаться и записать такой блог бомжары, потому что последний блог, который я выпустил, он был из Москвы 2 месяца назад, и мы очень давно с вами не общались. И я хотел бы вам рассказать о том, что произошло, куда мы двигаемся и какие амбициозные цели я себе поставил. И я думаю, что сегодня вы для себя тоже очень много чего возьмете. Дело в том, что какие-либо значительные изменения в жизни любого человека происходят зачастую очень медленно. Но за эти 2 месяца в моей жизни произошли определенные интересные изменения. Дело в том, что у меня сломался двигатель, и я его поставил своими руками. И сейчас я еду на удивительно классном двигателе, собранными, в принципе, моими руками. Это был целый проект, который я сейчас снимаю, я его монтирую, и он очень скоро выйдет. И он мне обошелся более чем в $1000. Да, друзья, я не знаю, как я нашел эти деньги. Я не знаю, каким образом я нашел себе силы для того, чтобы сам поставить без опыта этот двигатель. Это какая-то мистика. Видимо, она происходит именно тогда, когда ты чего-то действительно хочешь. Ох да, вы только посмотрите на эту минскую погоду. То ветер, то дождь, все очень сильно изменчиво. Более того, что в процессе съемки этого блога я сломал одну из своих камер, 4К камеру, на которой я купил специально лучший объектив из китайских, который был создан для того, чтобы он снимал красивые кадры, но он сломался. И в этот момент, когда у меня стоит проект, когда уже нужно снимать все, самый сок, вот двигатель я уже вынял и так далее. Я плюс еще, кстати, купил такой стабилизатор, который обошелся мне в $350, и он дает возможность стабилизировать очень-очень круто видео и его снимать. У меня не на что снимать, потому что на вот эту 2К камеру убогую снимать просто невозможно. Я настолько был в плохом состоянии, я не знал, что мне делать, и я нахожу для себя самое безумное, что ни на есть решение из всех безумных возможных. Это покупка iPhone XS Max 256 гигабайт. Да, это один из самых дорогих, можно сказать, самых дорогих телефонов в мире, который существует. И он сейчас перед вашими глазами прямо вот на этом стабилизаторе. Почему я так сделал? Я сделал это не потому, чтобы красоваться там в Инстаграме и так далее и тому подобное. Это меня никогда не интересовало и никогда не будет интересовать. Я считаю, и не только я, что сейчас камеры последних телефонов, а именно айфонов, они вплотную приблизились к камерам самых топовых камер. Вообще, беззеркальных, зеркальных. Они дают возможность снимать 4К качество, 60 кадров в минуту. И тут достаточно много памяти. Очень удобно иметь хороший телефон, сразу просматривать эти видео. Оно стабилизирует, в общем, делает все для того, чтобы картинка смотрелась очень классно и сочно. И мы это уже проверили. И я считаю, что это одна из самых мной продуманных и удачных покупок. Но единственный момент в том, что у меня не было денег, и вы подумаете, каким образом я купил этот телефон. А обошелся он мне, задумайтесь, в $2500. Каким образом я смог купить? Да, я взял его в кредит. Плюс помимо этого я взял еще и резину, я взял еще куча всего остального. И я попал на нереальный кредит и зажал себя в кредитной рамке. Порядка $350 я должен выплачивать каждый месяц для того, чтобы покрыть этот кредит за целый год. Это просто пиздец! И $350 в месяц, многие скажут, это довольно-таки посильная ноша для нормального работающего человека. Но я вам объясню, в какие рамки я себе специально загнал. Дело в том, что помимо этих $350, которые мне необходимо давать за технику, у меня еще стоит задача переварки моей жабы полностью, чтобы подготовить ее, сделать именно жаба. Это, мой Мерседес дырявый, как вы понимаете. Ладно это, но мне это надо сделать в этом месяце для того, чтобы пройти техосмотр. И более того, друзья, мне может не хватить денег на единственный и самый сильный наркотик в моей жизни. Да, я наркоман. Вот так вот.
Интересно, да, я признался. Для многих из вас после выхода видео про то, как бросить пить, это очень интересная ситуация. Но я не простой наркоман. Единственным и самым сильным наркотиком в моей жизни является путешествие. Да, дело в том, что я очень давно не путешествовал на море. И многие из вас, кто-то из вас, и я также делал такую ситуацию, что я брал $500, шел в горячие путевки, покупал путевку куда-нибудь в Турцию и нежился на песке, там, где все включено, 4- или 5-звездочный отель, и, в принципе, ни в чем себя не отказывал в рамках этого отеля. Но я уже давно так не делаю, потому что те ощущения, которые ты получаешь в арабских странах, они не то что забываются, они вообще меня не торкают. То есть меня не стоит на арабские страны. И поэтому мы с моей девушкой решили взять путешествие и поехать, наверное, в одну из самых прекрасных стран, которые можно себе придумать, а это именно в Италию. И не просто в Италию, а в Сицилию. Дело в том, что Сицилия – это остров, известный не только своими сицилийскими мафиями, но самое главное, там прекрасная история, архитектура, природа и, самое главное, вулкан. Да, кстати, сейчас он уже проснулся и извергается. Накрыл город полностью пеплом. Туда не летает ни одного самолета. Но так как мы уже купили все билеты, я надеюсь, что моя-то путевка, она не пропадет. Но в момент извержения вулкана, конечно, в Сицилию устремляется очень большое количество туристов. Да, кстати, я постригся, ну так, действительно, намного лучше. Уже совершенно другое дело. И представьте, мне на эту поездку нужно $1000 и постоянно зарабатывать деньги. Практически каждый день я эти деньги отдаю своей девушке, потому что я их постоянно проебываю. У меня не получается аккумулировать в кармане какое-то количество денег, я постоянно их трачу то на машину, то или еще куда-то. Короче, деньги просто высасываются из пальца. И сейчас я вам расскажу именно свою систему, как я добиваюсь успеха. Дело в том, что для того, чтобы добиться успеха в какой-либо деятельности, тебе необходимо сделать вещи, которые тебе не дадут отступить назад. И именно это я и делаю. Когда я поставил для себя задачу за 2 месяца заработать деньги на поездку в Италию, в Сицилию, я, честно говоря, не верил. Но для того, чтобы моя цель осуществилась, я сделал следующее. Я сразу же сдал деньги на билет, мы сразу их купили, и я сразу же арендовал машину на Сицилии и в Милане. И там есть специальные депозиты, к примеру, по 25 евро, которые, да, не входят в стоимость аренды автомобиля, но если ты потом этот автомобиль не возьмешь, то есть компания не возвращает этот депозит. И я специально арендовал, проплатил машину Volkswagen Golf. Это средняя ценовая категория. На самом деле можно было и дешевле, но машина в таких долгих и серпантинах и прекрасных путешествиях, она тоже имеет значение, потому что у меня есть очень, достаточно неплохой опыт аренды автомобиля, и это тоже имеет значение, потому что если ты передвигаешься по красивой, прекрасной стране с красивыми видами, а это нас тоже все ждет, то машина должна быть очень качественная и хорошая. Когда мы зарезервировали Volkswagen Golf и нам дали машину, именно там Шкоду Rapid, то когда моя девушка заснула, я даже смог топнуть 185 км в час по автобану и насладиться под Limp Bizkit, вот этой прекрасной дорогой и этим автобаном. Поэтому машина должна быть очень хороша. И вот, я оплатил эти деньги, и все деньги, которые у меня появляются, я вкидываю для того, чтобы забронировать отель, для того, чтобы забронировать билет и так далее и тому подобное. Вот скоро я иду делать визу. Это делается для того, чтобы не дать себе отступить назад. Все, ты уже принял решение, и ты уже туда едешь, ты уже мысленно уже находишься в Италии. Я уже изучаю информацию. Зачем я это делаю, друзья? Потому что наша жизнь, не знаю, каждому из нас отведено определенное количество времени, и просто всей жизни не хватит для того, чтобы побывать во всем этом прекрасном мире.
но надо начинать уже сейчас. Зарабатывая деньги на эту поездку, я смогу добиться своих целей, поднять свой блогинг, а именно YouTube. Это основная моя деятельность, которой я хочу заниматься. И более того, я хочу снять для вас тест-драйв на несколько крутых тачек в этой поездке. Я думаю, что вы тоже кайфанете между собой. Я хочу показать эту поездку не просто так, как как я это делал раньше. Я хочу дать вам и исторические, и красивые какие-то культурные ценности, и показать вам особенности, и сделать это очень красиво для того, чтобы мы все с вами кайфанули. Потому что это будут смотреть, если сделать это видео классно. И поэтому, друзья, вот в такие рамки я себя загнал. Это поездка, это переварка тачки, это кредит на iPhone. Да, кстати, напишите, пожалуйста, как вы... Вот я сейчас иду, рукой своей снимаю, как вам понравилось, нравится ли вам картинка, нравится ли в этот пасмурный день. И правильно ли я сделал то, что загнал себя специально в такие рамки для того, чтобы достичь успеха? Ведь я мог бы и не делать для себя такие вызовы и оставаться на том же самом уровне. Как бы сделали вы? И, в общем, друзья, вот такая задача. И еще в ближайшее время я выпущу 2 очень крутых видео, которые, надеюсь, посмотрят более 100 тысяч человек на YouTube. Они будут очень сделаны качественно, а одно видео на основном моем канале посвящено автомобилям. Сейчас дело в том, что YouTube устроен таким образом, что его можно только брать и захватывать качеством. Все люди любят качество, и уже ушли те времена, когда можно было загружать тонны видео и таким образом как-то продвигаться. Сейчас YouTube делает таким образом, что ежедневно на YouTube загружается просто тонны говна, и из него он находит вот эти жемчужины, которые он предоставляет вам для обзора в рекомендованных в YouTube. И он это делает для того, чтобы вы как можно больше оставались на его платформе и смотрели только самый качественный контент. Так вот, я хотел бы оказаться среди этих жемчужин, даже, может быть, не самой жемчужиной, но какой-то ракушкой, которая бы плавала рядом там. Это давало бы возможность мне хотя бы начать какие-то деньги зарабатывать, почувствовать себя более уверенно и снимать вам контент еще более лучшего качества. Поэтому, друзья, прежде всего, я хотел бы пожелать вам, чтобы вы чего-то действительно захотели. Далее, когда вы это захотите, вы должны поставить для себя дедлайн, то есть и прежде всего сделать те вещи, от которых вы потом не могли бы отказаться. К примеру, если вы хотите там сбросить вес, вам необходимо сразу проплатить тренажерку или сразу проплатить какой-то спортивный клуб. Вы можете туда не ходить, но вас полностью будет постоянно гложет то, что вы уже проплатили и надо ходить. И вы будете туда ходить, потому что вы заплатили эти деньги. Если же вы скажете: я лучше позанимаюсь бесплатно дома, купите себе там коврик какой-нибудь, там аэробики, и будете дома там под YouTube заниматься, у вас ничего не получится. Это уже 1000 раз проверено, и уже даже среди моих знакомых, близких есть такие прецеденты. Это ни хера не работает. Только дедлайн, только вызов, только сверхзадачи, которые дадут возможность вам сверхбыстро продвинуться. Ребята, мне уже 30 лет, я не могу ждать. Если у вас есть на это время, круто. Если нет, как у меня, вырывайте победу. И самое главное, определитесь, чего вы хотите. Увидимся.